Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас с вами воскресенье, 23 января, и давайте вместе с вами проработаем этот день для того, чтобы следующая неделя прошла для нас успешно и благополучно. Поэтому обязательно обратите внимание на те советы и рекомендации, которые мы с вами далее вам предоставим в этом видео. Итак, воскресенье, 23 января 2022 года. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами убывающая луна, и все-таки энергии дня достаточно уже мало. Поэтому рекомендуем посвятить время полноценному отдыху, планированию и текущим делам. Благо воскресенье, и так мы с вами можем поступить. Но, пожалуйста, сегодня, 23 января, откажитесь от каких-либо медицинских операций, а также воздержитесь от посещения больных для того, чтобы не взять на себя чужое заболевание. Удачные часы, которые нейтрализуют плохие влияния, и благоприятно в это время обращаться за любой помощью, и вам будет оказана поддержка. Это время с 14 часов 20 минут до 16 часов 15 минут. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день не подходит для активности, рожденным в год лошади. Вы знаете, друзья, у нас сегодня с вами все-таки убывающая луна, и да, луны еще нам хватает еще энергии от полнолуния, но мы с вами не должны растрачивать эту энергию. Кроме того, нам нужно двигаться вперед, чтобы гармонично вписаться в ритмы Вселенной. Поэтому в первую очередь именно 23 января попытайтесь соединить дружбу и отношения. Поэтому в этот день, 23 января, очень важно все делать в компании, вместе с друзьями, вместе с коллегами, с близкими вами людьми, потому что совместный труд и времяпровождение объединяют людей с сильными связями. Также день благоволит героям, рыцарям, которые могут благородно идти на подвиги ради защиты справедливости. Сегодня, как никогда, ценны такие качества, как честность и храбрость. Хоть у нас и убывающая луна, и все-таки мы, возможно, где-то будем с вами ощущать, что нам не хватает энергии, но все-таки постарайтесь сегодня провести этот день в активном ритме. Кроме того, сегодня с Вселенной, с космоса поступает энергия для того, чтобы мы начали достигать своих целей. Проявляйте решительность, энергичность. Сегодня бесстрашно рисковать, и тогда удача обязательно будет на вашей стороне. Сегодня, 23 января, очень легко будут находиться потерянные вещи, животные, люди. Также будут раскрываться кражи и преступления. А вот обещания, которые вы дадите в 23 января, обязательно старайтесь их выполнить. Сегодня благоприятно отправляться в поездки и путешествия. И этот день будет наполнять каждого человека творческим вдохновением и энергичностью. Сегодня проявляйте храбрость, старайтесь двигаться вперед к своим целям, при этом не сбавляя темп. Постарайтесь сегодня заняться творчеством, и обращаю ваше внимание, что даже если вы уставшие и вам ничего не хочется, все-таки постарайтесь найти вот это вот вдохновение, найти эту музу и начать заниматься, потому что со временем именно то, что вы начнете именно делать сегодня руками, может принести вам в будущем деньги. Также постарайтесь сегодня преодолевать страхи и решите сделать то, что вам ранее не хватало храбрости и сил. Также в этот день, 23 января, воскресенье, будьте, пожалуйста, дружелюбны и общительны. Если к вам придут люди и будут выяснять какие-то отношения, независимо от соседка, родственники, постарайтесь закрыться от них и не идти на конфликт, потому что ни к чему хорошему он не приведет. Сны этого дня могут быть и вещами, и нет. И аффирмация этого дня, которая поможет вам приблизиться к вашим целям, звучит следующим образом. Я проявляю себя с наилучшей стороны. Я выбираю лучшее решение во всех ситуациях. Я веду себя уверенно и с достоинством. Я воплощаю мечты в жизнь. Обстоятельства моей жизни – материал для успеха. И сегодня, 23 января, ни в коем случае не жалуйтесь на свою судьбу, на несчастье.
проблемы, здоровья. Также не нужно ныть, страдать и капризничать. Если вы будете вести себя вот именно таким образом, то те проблемы, болезни, о которых вы пожаловались другим людям, могут только увеличиться и станут еще хуже. Также старайтесь придерживаться оптимистичного и веселого настроения. Не задумывайтесь о плохом, и тогда вскоре многие ваши проблемы начнут исчезать одна и за другой. Также сегодня нельзя выносить из дома мусор и золу, потому что можете вынести из дома удачу и счастье. Нельзя в этот день хвалиться, особенно своими доходами, имеющимися деньгами, благами, состоянием, потому что иначе вы это все можете потерять. В другие дни тоже мы не рекомендуем высказываться о том, что у вас есть в жизни, потому что могут сглазить, и тем самым вы можете прожить определенный какой-то период в безденежье и нищете. Также сегодня нельзя и сквернословить, навлечь на себя можете проблемы в личной жизни. Также не стоит мыть посуду в чужом доме. Это не относится к работе, это, например, имеется в виду в гостях. А тот, кто моет посуду в чужом доме, принесет разлад в личной жизни в чужом доме и испортит свои даже собственные отношения. Сегодня ни в коем случае не стряхивайте иней и снег с деревьев, иначе в вашем случае будут проблемы в самом ближайшем будущем. Сегодня ни в коем случае не пользуйтесь и бумажными салфетками и не вытирайте стол бумагой, иначе к ссоре. А если во время еды упала у вас ложка, ни в коем случае ее не поднимайте. Желательно оставить до следующего утра, а после чего уже поднять. Означает данная примета, что к вам стремятся в гости какой-то неприятный или плохой человек, которого вы будете не рады видеть. Нельзя выбрасывать сегодня и крошки со стола. Все крошки нужно собрать и съесть, чтобы отводить болезни и привлечь здоровье в свою жизнь. Также крошки скормите домашним животным или птичкам, чтобы животные отличались в этом году отменным здоровьем. В этот день было принято трудиться у наших предков, но в то же время мы не рекомендуем, да, воскресенье, но все-таки не рекомендуем бездельничать или лениться. Обычно какая-то работа или занятость по хозяйству привлекут к вам и к вашей семье удачу. Принято было сегодня готовить мясо, а по народным приметам в этот день, кто съест мясо, тот весь год будет здоровым. Родившимся в этот день будет обладать безупречным мастерством в своей профессии, отличаться оригинальным и индивидуальным характером, который привлекает окружающих и всегда выводит его на первый план, делает выгодно заметным. Также богатый внутренний мир, честность, высокие моральные качества. Также, друзья, именно сегодня, 23 января, вы можете провести две практики. С помощью одной практики вы можете убрать проблемы, обиды, всевозможные страхи, а также долги и кредиты. А с помощью другой практики вы можете привлечь счастье и радость в свою жизнь. Поэтому постарайтесь сегодня на протяжении всего дня провести и первую практику, и вторую. Но большая просьба, чтобы разница между этими практиками была хотя бы разница в час. Итак, первая практика в любое время, в течение дня, вслух или про себя повторяйте следующие слова. Луна на небе убывает, все мои печали, обиды и страхи убирает. Долги, кредиты, задолженности с собой убирает. Это первая практика, которую вы можете проводить именно сегодня, 23 января. А вторая практика, она достаточно очень такая хорошая, но нужно обязательно выйти на улицу. Итак, выйдите на улицу, только в этот момент, когда вы будете на улице, вы должны светиться радостью, счастьем, и посылайте в космос, во Вселенную вот этот позитивный настрой и свое хорошее настроение. И надо что сказать? Именно слова следующие. Дарю счастье, и оно непременно вернется ко мне в 10-кратном размере. Да будет так. И также, или вы можете сказать другие слова. Отправляю волну счастья всем окружающим меня людям и своим близким. И даже можете сказать именно кому, то есть проговорить имена.
Вот такие, друзья, две практики, достаточно сильные сами по себе. Одна на то, чтобы привлечь счастье, удачу, радость в свою жизнь, а одна для того, чтобы избавиться от проблем, от обид, от страхов и так далее. Поэтому постарайтесь провести все-таки две практики. День достаточно сильный по магии, да, хотя и убывающая идет луна, но нам еще до новолуния еще время предостаточно, еще неделя. Обращаем внимание, что у нас с вами 1 февраля будет и китайский Новый год, и новолуние, достаточно хороший будет день, но об этом мы с вами поговорим уже в другом видео. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Всем прекрасного воскресенья, пусть у вас пройдет все хорошо, замечательно и чудесно, а мы с вами услышимся уже в следующем видео.